Вау! Что это только что было? Не знаю, но благодаря этому видению я приметил кучу девушек в топиках. Походу мне здесь понравится. Ты такой шутник, пап. Это была не шутка, если что. Ай! О боже, что это такое? Я не могу пройти. Что? А чё я прохожу? Вы что, опять меня разыгрываете? Чёртовы мимы. Ну да, смешно же вышло. Это еще не все. Мы собираемся и дальше позорить тебя, дочка. Стоп, Белла, что ты делаешь? Пока, родаки проклятые. А что, меня сюда прям так примут? Без денег, рекомендаций? Конечно, да. Хватит уже задавать вопросы, достало уже. Да, но ведь... Ла-ла-ла, ничего не слышу. А зачем ты закрыла уши? Это типа я тебя не слышу. Хотя, как ты поняла, это не работает. Так как вас зовут-то, девушка? А вас? Меня зовут Зельда, а вас? А вас? Так и запишу, а вас. Можете проходить. Это что, шутка какая-то? Ты о том, что она приняла имя Авас и пустила? Не, я о том, что там сначала одна девочка сзади Авас, а потом другая. Да забей на это матрица глючит, что еще сказать? А знаешь что? Представляешь, моя младшая сестра получила тут письмо из Хогвартса. Видите ли, ее приглашают в известную английскую школу. Ну какая там школа, когда есть ПТУ имени Шалфея? Но если бы мне прислали в свое время приглашение из Хогвартса, то я бы приняла его. Ой, да ладно тебе. Все равно наш потолок быть хранительницей домашнего очага. Куда нам выше? Доброе утро, мисс Гризельда. Меня зовут Зельда. Хватит этих кличек. Ну и что я повалила медведя? Я все так же женственна, как никогда. А вам повезло, что родители ваши богаты, и вам разрешили вернуться сюда. Неужели на этот раз вы рассчитываете сдать успешно финальные экзамены первого курса? На этот раз меня высоко оценят. И что же позволит им вас так высоко оценить? Их счета на офшорах. Понятно. А это кто с вами? Глум из Садовничего. Ну-ка, анорексичное тело, облегающий топик. Вы чему сюда учиться пришли, девушка? Околдовывать мужиков? Вы нам подходите. Можете проходить. Вот видишь, не надо было волноваться. Раз ты богатая. Почему тебя никто не охранял, когда я тебя встретила? Не хотела палиться, что хожу по клубам вместо подготовки к учебе. 16-летние девочки в юбочках и топиках. Прям загляденье. Пожалуй, время пришло давать приватные занятия. Вам должно быть стыдно, вы как минимум на 13 лет их старше. Тем более, что они такие все анорексичные. Где анорексички в топиках и юбочках? Дайте мне тоже посмотреть. Ах, вы так? Хе. Хе-хе. Девочки, что надо? Дискос, вы и так сражаете женщин своим либидо наповал, а тут вы еще и в кролика превратились. Если вы здесь, вы должны понимать. Либо в будущем вы ходите за богатого мужа, либо на рабскую работу за гроши, либо устраиваетесь сюда. Хотя последнее я бы не рекомендовала, так как все места уже заняты. Однако, если так случится, что один из учителей вдруг не сможет больше обучать, и я займу его место, то вы сможете занять мое. Но это будет стоить вам... Черт, они уже идут. Чур, я вам ничего не говорила. А что с ней? Да Зельда давно хочет сама стать директрисой, поэтому... Да нет, что с вашей директрисой? Если я правильно поняла, кто она. Что с ней? Да фиг его знает. В астрале витает, мне как-то все равно. Что, опять Зельда рассказывала, как она хочет меня кокнуть, чтобы самой директрисой стать? Небось, хотела и вас подговорить? Да меня это наоборот веселит, поэтому ей не увольняют. Так потешнее смотреть на ее ненависть. Добро пожаловать в ПТУ имени Шалфея, лучшей школы для юных феечек в нашем измерении. Лучшим, потому что единственным. Следуйте за мной. Итак, давайте все обратим внимание на будущую ученицу, которой полуоткрытая грудь, и продолжим знакомство с нашим училищем. Наша задача — подготовить из вас идеальных жен и матерей для ваших же будущих мужей. Вы можете задаться вопросом, а почему так мало учениц для такой важной ячейки общества? А все просто, наше тьму-тараканское измерение очень маленькое, поэтому всего 3 школы на него хватает с избытком.
Остальных мы ссылаем в школу ведьм, так как только истинные феечки способны обучиться у нас. А другим работать надо. Ну и кто-то же должен. Будете плохо учиться, попадете к ведьмам. Слушай, она сейчас это скажет. Будете плохо учиться, попадете к ведьмам. Давайте поаплодируем этой очевидной вещи, сказанной нашей директрисой. Воистину бессмысленная фраза. Пожалуй, нам пора идти. Мне нужно кое-что обсудить с Гризельдой. Что вы хотели мне... Мне что-то сейчас в голову пришла мысль, куда мне теперь возвращаться после школы? Что мне теперь есть? И почему все так боятся попасть в школу ведьм? Ну, во-первых, это новомодная школа, оплачиваемая государством, так как волшебные жены нужны всем. Это же отвечает на твой второй вопрос, так как проживание и еду оплачивает государство. А третья ведьма — это феечки, которым придется начинать карьеру. И работать придется? Как ужасно! Да, хотя магией не владеет, но жизнь у них так себе. О, смотри, тут реально какие-то человеческие надписи, а не как обычно в этом мульте. Вот это хоромы! Как-то тут слишком хорошо. Неужто в этой спальне даже тараканов не будет? Смотри, а тут еще кто-то со мной будет жить. Прикольно. О боже, что это? Извините, я тут своими созданиями разбрасываюсь. Все время забываю, что это место еще не захвачено роем. Как вы видели, зорг-плеточник не справляется с охраной, поэтому его стоит наказать. Меня эта штука пугает. Она и должна. Она будет убивать всех, кто дотронется до моих вещей. О, ну зачет. Вообще-то она хочет, чтобы ты свалила отсюда, Глум. А, правда? Ну, хорошо, я ухожу. Я же просто сюда зашла, просто спросить. Вау, тут прям на латинице разборчиво что-то ясно написано. Не то, что в других местах. Да, точно. Да не волнуйся, она тебя не убьет. Максимум сделает из тебя зерга. Что так-то может быть страшнее в каком-то смысле, чем смерть, но все равно. Да ладно, я шучу. Такое запрещено здесь, расслабься. Откуда ты знаешь? Тут очень стрёмные законы. Ты думаешь, королеве клинков разрешили бы тут устроить порядки свои? Эй, девчонки! Хватит делать отсылки на StarCraft. Их никто не поймет. Давайте говорить о более понятных вещах. Так вот, представляете, я пушила мид на Рошане. Значит, делать отсылки к StarCraft'у нельзя, но отсылки к Доте можно? Все равно обывателю и то, и другое не понять. А раз и то, и другое людям не понять, то почему ты хотела поговорить о Старкрафте? Там мой личный краш есть. Тебя видеть. Он заявляет, что вы знакомы. Кто ты? Ты не узнаешь меня? Я Алексей Стуков. Ах, Алексей Стуков, One Love. Мой зерк напал на твоего кролика. Зерк, отпусти его! Да нет, смотри, это мой кролик напал на него и откусил немного. Ну, это плохо. В прошлый раз, когда он хотел есть, а ему не дали, он нам чуть квартиру не разнес. Тогда прошу принять мое подношение, кролик. Мутирующая морковь. Да, тут морковкой одной не обойдешься. Я бы не стала рисковать и нашла бы какую-нибудь посытнее еду. А то разрушенную комнату я получить не хочу. Да и моим творением одной воды и солнца мало будет. Может, пойдем поедим в какой-нибудь кафешке? Заодно и еды возьмем. А на чьи деньги? Да, на чьи? Ну, я надеялась, что на ваши. Станция Мухосранская. Конечная. Выходите все. Что-то название слишком уж обыденное. Ты уверена, что мне понравится? Конечно, тут же так волшебно. Ну и как тебе? Ребят, ну что-то это полный отстой. Я думала, в месте, где магия обыденная вещь, все не будет похоже на обычный мегаполис. Неужели я реально смогу научиться каким-то магическим трюкам в нашем училище? Магия в стране в дефиците, поэтому все перешли на технологии. А почему тогда феечки и ведьмы могут колдовать, а обычные граждане нет? Так чиновники распилили всю магию.
кот. И Глум так умерла. Нельзя так просто встать на проезжую часть и говорить. Да, спасибо, конечно, но почему так далеко перемоталась? Давай обратно. Неужто я реально смогу научиться каким-то магическим трюкам в нашей школе? Стоп, девочки! Кажется, я что-то забыла. Смотри, машина едет. Это как это? Вот тебе и пример чиновничьего сына, который владеет такой наглой магией, чтобы освобождать себе место на парковке. И причем не важно, что там с остальными машинами по бокам. Ты еще не видела магию мигалки, которая на шоссе расталкивает все машины во время пробок? Да забей, пошли есть. А эти очки помогут вам скрывать ваши обкуренные глаза. Да не курю я. Стоп, что там у нас? Эти девки здесь и без кролика? Хотя пофиг на них. Это что такое? Мужчина, эй, вы это видели? Не знаю. Просто я хочу проверить, глюки это или нет. Вы про что? Просто там стая летающих зеленых собак была видна. Мне вот интересно, только я их увидел или кто-то еще? О, ну это да, я там тоже заметил стаю летающих собак. Это сезонная миграция, если я правильно помню. Эй, не беги, я все прощу! Наконец-то я их поймаю, и мне поверят, что я не укурок. Только почему я бегу кругами? Почему мимо меня проходят одни и те же люди? Ладно, позвоню моим госпожам, может, они их поймают? Привет, мистер Слон, что там у нас? Опять видел зеленых собак? Ты же понимаешь, что тебя так подговаривал продавец. Для чего? Для чего? Чтобы ты купил у него очки. Никаких зеленых собак не существует. Да я же даже почти добежал до них, если бы не попал в гинзюцу и не бегал по кругу. Ну да неважно. Я еще заметил, что девка, у которой вы скипетр хотели свистнуть в городе, они еще здесь, так что можете сами попытаться его взять. Я, кстати, еще очки прихватил из магазина. А вот это уже интересно. Спасибо, что сообщил, Слон. Встретимся в подворотне. И вот еще что. Ты говоришь, свистнул очки из магазина? Быстро вернул их в магазин. А то иначе дети, которые смотрят этот мультфильм, решат, что красть это весело. Ты понял? Да, я понял, госпожа. И меня абсолютно не заводит, когда вы на меня орете. Хорошо. Стоп, что? Странно, мой телефон почему-то не ловит связь. Я, конечно, не должна удивляться, но моя героиня настолько глупая, что не могла догадаться, почему в зоне покрытия нет магического измерения. Ну-ка, дай-ка его мне. Давай, я лучше покажу тебе фокус. Зачем ты его сломала? Я не сломала, а сделала 2 телефона из одного. Смешно, да? Но это же так не работает. Но это же магия, так что мало ли. Не, вообще-то я просто сломала твой телефон. Извини, тут нет фокуса. Алло, Глум? Привет, мам. Тебя там с отцом не дезинтегрировало, как я понимаю? Мам, я тут поела за чужой счет. Теперь с меня деньги требуют, а у меня их нет. Я им так и не сказала, что у меня их нет. Ну, может, скинетесь там с отцом на мою карточку? Нет? О, стоп! Тут Огр идет, который на нас напал. Попробуй с него денег взять. Может, испугается, что я на него опять кролика натравлю. Окей, пока, мам. Нельзя, чтобы они его раньше увидели. Нужно подкараулить его в темном переулке. И что, Слон? Вот там вот спряталась рыжая девушка. Мне страшно, так как она может натравить на меня кролика или своих друзей. А где Глум?
Может, поищем? Да не надо. Ладно тебе, Глум, не сердись. Мы могли тебя вообще не найти, тогда бы ты умерла. Так что радуйся, что все обошлось только потерей денег. Эй, а что насчет нас? Мы потратили свои деньги на ее еду. Кому-то надо рассчитаться за это. Ну давайте я с вами рассчитаюсь. Я же богатая, мне не тяжело. Ты чего смеешься? Ай, извини. Видимо, потому что мой персонаж любит 16-летних девочек. Хотя что там такого? Джульетте вообще было 13. И этой, как ее, невесте графа Деляфер всего 16 лет. Короче, не завидуй.